Брайан стоял на коленях на могиле матери и безутешно плакал. В слезах он повторял: «Прости меня, мама, я знаю, что я виноват. Надеюсь, ты меня простишь. Если бы я только знал». Мимо шли люди, они видели, как молодой человек рыдает и просит прощения у могилы, но никто ничего не говорил. На кладбище достаточно часто можно увидеть плачущего человека. Но неожиданно маленькая девочка подошла к мужчине и сказала: «Привет, почему ты плачешь и просишь прощения? Ты сделал что-то плохое». Это была моя мать. И да, я поступил плохо. Я оставил ее умирать одну. Но кто ты такая? Меня зовут Анастасия. Брайан удивился тому, что незнакомая девочка подошла к нему и так спокойно начала разговаривать. А еще больше удивился, как ему становилось легче от общения с малышкой. «Какое красивое имя», — сказал Брайан девочке, поднимаясь на ноги. «Откуда ты, малышка? Что ты делаешь в таком грустном месте?» «Я живу недалеко и прихожу сюда каждое утро, чтобы найти денег на еду». «Денег на еду? Но ты же еще совсем маленькая девочка». «Да, я маленькая. Но мне приходится добывать денег на еду. Мне нравится кладбище, потому что здесь люди обычно очень дружелюбны со мной, и так я могу получить деньги». Мужчина был поражен, что такая маленькая девочка вынуждена просить милостыню, чтобы поесть. «Сегодня тебе не придется больше выпрашивать денег. Я дам тебе все, что ты захочешь», — сказал он и повел девочку в магазин, чтобы купить ей еды и сладостей. Маленькая Анастасия была очень довольна. Хотя раньше ей часто давали немного денег, но никогда ее еще не водили в магазин за покупками. «Спасибо большое за все эти продукты. Уверяю вас, что они придутся очень кстати», — сказала девочка. «Хорошо, малышка, не беспокойся. Но как ты донесешь все эти пакеты до дома? Позволь мне довести тебя на машине». Анастасия приняла предложение благородного незнакомца, так что он помог ей загрузить все покупки в машину, и девочка показала ему, куда нужно ехать. Они подъехали к старому дому, казавшемуся заброшенным, где их встретила пожилая женщина. «Ты рано. И кто этот мужчина?» — спросила она. «Добрый день, меня зовут Брайан. Я помог Анастасии достать еду, которой хватит на ближайшую неделю». «На неделю? Эта девчонка такая прожорливая, что съест это все за пару дней. Как вы можете быть такой неблагодарной, чтобы говорить так? И как вы можете отправлять малышку просить милостыню, когда вы сами можете делать что-то?» Возмутился мужчина. «Мне? Я и так забочусь о ней. Я еще и еду искать должна. Нет уж, в жизни не бывает просто. Пусть учится сама заботиться о себе на улице. А вы в это время будете есть то, что она достала. Ничего себе». Разговор становился все более напряженным, когда Анастасия вмешалась. «Пожалуйста, перестаньте спорить. Хорошо, малышка, позже я приеду, чтобы дать тебе еще еды», — сказал Брайан. Брайан был очень обеспеченным человеком, и для него не составляло проблем помочь нуждающимся. Но эта девочка тронула его сердце. Он не понимал, почему такой малышке приходится самой добывать себе еду на улице. Мужчина был так поражен случившимся, что даже начал думать о том, чтобы удочерить девочку и дать ей лучшую жизнь. Эта мысль не выходила у него из головы. После случившегося он стал часто навещать Анастасию. Каждую неделю он приходил к ней домой и приносил сумки, полные продуктов, чтобы ей не приходилось больше просить милостыню на улице. Однажды Анастасия спросила, почему в тот день он просил прощения на могиле матери, и Брайан рассказал ей свою историю. Оказалось, что мужчина не всегда был миллионером. Раньше он жил со своей матерью, которая одна заботилась о нем. Но, когда ему исполнилось 18 лет, неожиданно появился его отец, которого Брайан никогда до этого не видел. Мужчина попросил прощения у сына за то, что бросил его в детстве, и предложил поехать с ним, попутешествовать по миру и заработать денег. Его матери не понравилась эта идея. «Ты хочешь отнять у меня сына», — повторяла она бывшему мужу. Но Брайан согласился и отправился путешествовать со своим объявившимся отцом. За это время молодой человек многому научился у своего отца и вскоре стал успешным бизнесменом. Он заработал много денег, но совсем забыл о той, которая подарила ему жизнь и заботилась о нем в детстве. Но когда он вернулся домой, оказалось, что его мать уже умерла. Именно поэтому он просил прощения на могиле.
Девочка была разочарована, но все равно попыталась поддержать мужчину. «Я тоже не знала своего отца», — сказала она, и это еще больше растрогало Брайана. «Я знаю, я должен был заботиться о своей матери. Это моя ошибка, и я сожалею о ней. Но я больше никогда не брошу тех, кто во мне нуждается. Я клянусь», — сказал Брайан. Этот разговор заставил его задуматься о том, чтобы удочерить маленькую Анастасию. Он бросил мать в тот момент, когда был ей особенно нужен, и не хотел, чтобы это снова случилось. Он понимал, что не простит себя, если что-то произойдет с девочкой, и он не сможет ей помочь. Когда Брайан поговорил об этом с Анастасией, она с радостью согласилась. Она была счастлива, что у нее наконец-то появится отец. Пожилая женщина тоже не возражала. Казалось, что ей было все равно, как оказалось, она была двоюродной сестрой умершей матери Анастасии. Она взяла малышку из-за жалости, но та быстро ей надоела, и женщина уже не знала, как от нее избавиться. Брайан очень быстро оформил все необходимые документы, чтобы удочерить Анастасию. Теперь, наконец, у девочки появился любящий отец, который мог заботиться о ней. С Брайаном Анастасия не только начала нормально питаться, но и смогла путешествовать, учиться и жить полноценной жизнью. Вскоре Брайан встретил девушку, в которую влюбился с первого взгляда. Они поженились и зажили счастливо втроем. Маленькая Анастасия была очень благодарна Брайану, что тот удочерил ее, а сам мужчина был уверен, что его мать была бы очень довольна сыном сейчас. Эта встреча на кладбище многому научила его. Все в этой жизни происходит не просто так. Если бы он тогда не плакал на могиле матери, то не встретил бы Анастасию, и тогда девочка до сих пор бы голодала и просила милостыню на улицах, живя с тетушкой, которая ее даже не любила. Сейчас девочка счастлива, она ходит в школу и ест столько сладостей, сколько хочет. Но самое главное, что теперь у нее есть семья, которая любит ее и заботится о том, чтобы у нее все было хорошо. Брайан стал проще относиться к жизни, он понял, что деньги — это не главное, и что гораздо важнее любить и быть любимым близкими людьми и некогда о них не забывать, чтобы у тебя не случилось в жизни. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.